памятник тысячелетия России, воздвигнутый в 1862 году при Александре II. Здесь обозначены все вехи истории, памятник очень детализированный. Прогулка по стене, ну, по крайней мере, сквозь одну башню точно, стоит 250 рублей со взрослого. Можно погулять, посмотреть на территорию внутреннюю Кремля с высоты и городской пляж, Волхов и город. Продолжаем, значит, движение по стене. Вот плывет прогулочный катер, теплоход. Это река Волхов, которая впадает в Ладогу, является одной из главных артерий региона, а уж в древности-то и подавно. Вот это грибной канал, частично обмелённый. Но мы продолжаем двигаться, сейчас пойдем к башне. Вот до этой башни прогулочный маршрут идет и здесь завершается. Не знаю, будет ли в будущем его продление дальше, но пока так. Ну, честно говоря, маршрут достаточно большой, по-моему, 580 метров. Ой, какая тяжелая, да? Да не, на самом деле не очень. Ну и вид со стены на основную кремлевскую дорогу. Спешки чуть не убежали со стены, а ведь можно сходить еще в эту сторону. Мы думали там, и все. Вот на звонницу отдельный вход. Здесь еще в эту сторону можно гулять. Ну вот. Конец маршрута с этой стороны. Подходим к башне. Башня закрыта. Наш корабль называется Садко.
сторона, он сейчас находится слева по ходу движения теплохода, а левый берег – Софийская сторона, он находится справа по ходу движения нашего теплохода. Названия говорят сами за себя. Торговая, потому что раньше Кремль. Самый первый Кремль молился в Владимире Централите, тоже по заказу князя Владимира. Потом происходили многократные перестройки, и те стены, которые мы сейчас... А в Новгороде через реку Волхов были возведены опоры. Но началась Первая мировая война. И уже стало некогда достраивать железную дорогу, потому как все силы были брошены на фронт. А потом произошла революция, и уже полностью решили отложить строительство моста. Как строится? Он строится в северной части города. Слева по ходу движения нашего теплохода мы видим знаменитое Рюриково городище. Дело в том, что Новгород – это новый город. Само название об этом говорит. Новгород. Именно сюда, именно на городище был приглашен князь Рюрик. Поэтому с 19 века эта территория стала называться не просто городище, а Рюриково городище.